Выступление на сцене, притяжение на которой почти в 6 раз меньше, чем на Земле. Это я вам скажу! Еще-то гребанное удовольствие! Но мы любим своих фанатов и готовы выступать перед ними когда и где угодно. И вот, для того, чтобы подготовиться к подобному гигу, нам пришлось прибыть на базу Артемис 3 почти за 2 недели до выступления. Даже несмотря на то, что я во время концерта только пою и не играю ни на каком музыкальном инструменте. Пришлось какое-то время приспосабливаться. Представляете мне пришлось привыкать к необычной работе своего гребаного дыхания. Кто бы мог подумать, я это почувствовал почти сразу же, в первый же день нашего прибытия, когда я на самой первой нашей репетиции попробовал что-то спеть. И дыхание у меня работало совсем не так, как на Земле. Да и опору звука я ощущал совсем по-другому. В общем, полный трэш. В результате дыхание у меня стало нестабильным, и появились ошибки в наиболее длинных и сложных фразах. Да и уставать я стал заметно быстрее. Это очень необычные ощущения, и для того, чтобы адаптироваться к ним, требуется время. Как мне объяснили инженеры, работающие на этой лунной базе, это связано с тем, что гравитация влияет на распределение крови и воздуха в теле, а также на работу нашей диафрагмы. Здесь у нас это все происходит несколько иначе, чем на Земле. Мне в первый мой день пребывания на базе все время казалось, что у меня раздуло морду. Да и вообще было настолько хреново, что мне даже поставили диагноз «космическая болезнь». Но мне повезло, и уже через 2 дня я проблевался, просрался, и все вновь стало норм. Во время концерта на нас была специальная обувь с магнитно-механическими фиксаторами, а сама сцена была покрыта металлом. Это чтобы мы не разлетелись нахрен со сцены, когда начинали рубить очередной свой бессмертный хит. Когда ощущаешь себя в 6 раз легче, то очень трудно точно рассчитать свои движения так, чтобы любой твой крик или просто пук не вызвал катастрофических последствий, и ты не сдриснул куда-нибудь, пролетев прямо над головами изумленной публики нахрен собственного же концерта. Да и публика была обута в такой же изврат, и тоже весь концерт металл топтала. Да и под одежду им всем пришлось надеть специальные усилители для басов, потому что чертовы низкие частоты воспринимаются здесь совсем иначе. Да это еще что? Ведь даже в гитаре здесь весит меньше килограмма. Это как? С одной стороны это приятно, но едва начинаешь играть, как тут же понимаешь, что ощущаешь ее уже совсем не так, как надо. Ведь твои мозги буквально десятилетия учились делать это совсем с другой нагрузкой. В итоге гитаристам пришлось, помимо этой дурацкой обуви, нацепить на себя небольшие стабилизирующие крепления и по-другому отрегулировать длину ремней у гитар. Но это еще что? Нашему барабанщику пришлось хуже всего, чтобы при каждом ударе по тарелке он не улетал пулей в окно. Его просто взяли и привязали за ноги к установке, которую, между прочим, тоже намертво прикрутили к полу. Да и тарелки пришлось дополнительно стабилизировать, потому что без этого они колебались дольше, чем нужно. И в результате вместо привычного четкого ритма в уши нам все время била какая-то приводная херня. В общем, если как следует все это предусмотреть и как следует к этому подготовиться, то может, между прочим, получиться охренительнейшее мероприятие. Представляете, что бы было, если бы мы вдруг привезли с собой еще какую-нибудь супер-пупер дэнс-группу? Они бы вихрем кружились над головами публики, буквально взлетая над сценой на несколько метров. Это уже был бы не какой-то пусть и странный, но банальный пик с подтанцовкой. Это было бы что-то совсем другое. Это было бы какое-то охренительно, офигительно и полное трындец-шоу с отрывом головы и всего, что там у вас наступает. Это был бы уже не просто гик в непростом месте, нет! Это было бы уже нечто совсем другое. Это был бы уже настоящий чертовый звездный косморазъем.
принципиально новое и принадлежащее уже не Земле, а непосредственно космосу, той новой внеземной земной цивилизации, которая еще только зарождается. Спасибо! Спасибо.